Александр, сколько тюбиков краски вы тратите в месяц, в год? Как часто пополняете запасы красок и холстов? Слышал от одного художника, что он заготавливает холсты сразу на год. Если много заготовит, то и много работ напишет за этот год, как у вас. То есть заготовил, например, 100 штук, да, поставил их, а сделал 2, да? Ну, они же могут стоять просто у стены и все. Александр, у меня такого нет, чтобы я что-то там подсчитывал, сколько холстов заготовил, сколько тюбиков краски купил. Сколько выйдет, столько и выйдет. На мой взгляд, слушать себя, сколько ты хочешь писать, хочешь ли ты вообще писать сегодня, сейчас, может быть, ночью. Ну, слушать себя для меня приоритет. Исходя из этого, впрок я ничего не покупаю, а вот появилось ощущение задачи какого-то формата. Я, значит, приготовил холст, приготовил краски. Как у вас, друзья, напишите. Может, что-то я не так делаю, может, надо подсчитывать, вести бухгалтерию. User KS, к сожалению, никому не надо. Ваша перспектива. И КПП, ривые леснички. Все хотят мазать как придется. Ныне такие общества ищут легких путей сквозь этих зарослей, да? Потому что чудеса, которых бывает, есть по всех направлениям. Через тернии к звездам такие вы родились. Хотя пыль в глаза пускать одной левой пяткой. Обмельчал народ, или вы другого мнения? Да как-то народ всегда разный. Есть люди, которые ищут мель, а есть те, кто идут на глубину. Просто мы выбираем тех, кто нам ближе. И я как-то не могу даже себе представить, чтобы я мыслил в категориях, там, я не знаю, какого-то народа, сообщества людей. Мне достаточно моих интересов и то, что мне сейчас нужно написать, выставить работу, показать или просто посидеть и помолчать, книжку сделать. Вот делаю каталог со своими картинами, так что уже сделал довольно-таки прилично. Монтирую, макетирую. Понял, что лучше меня никто это не сделает. Ну а по поводу вкусов, всегда были разные вкусы. Кому попадья, кому попова дочка, да? Кому нравится налетай, торопись, покупай живопись, а кому нравятся какие-то другие произведения. Не левая пятка, а другое. И потом, зачем вообще ориентироваться на кого-то, на народ, на всех? Ну, понятно, что мы как-то зависим от него. В конце концов, будешь там в своих империях что-нибудь выкаблучивать краской, посмотрит, как на... из палаты другой, соседней. И вообще никто даже близко не подойдет. Ну, значит, перестроитесь. Другое дело, если воспринимать наше занятие как рост души, то какая разница? Купят, не купят, тоже не имеет значения. Есть же опасность попасть под зависимость тех, кто покупает. Тогда будешь чего изволите делать. И превратишься в ремесленника, в исполнителя, и тогда вообще эта песня задушит просто. Ты не сможешь, через какое-то время не сможешь, утратишь таланта, потому что будешь работать на потребу публики. Вы это все мы хорошо знаем. Ляля Караева, спасибо, ездила в Нижний Новгород на вашу выставку из Орехово-Зуева. Ничего себе. И благодарна вам за прикосновение к живой живописи. Мне 70, живу под впечатлением. Спасибо большое, уважаемая Ляля. Выставка еще до завтра продлится, и вы сможете на ней побывать. Я там выставляю порядка, больше 40 работ. Аля Прима, 68. В интернете много малограмотных художников, блогеров, дающих мастер-классы. Называть их нет смысла. Жаль только тех, кто смотрит их мастер-классы и начинает писать так же слабо, как и они. Откуда берутся китч
художники. Куда ни глянь, сплошной кич в интернете. Какой он фешн. Фешн они считают мазнёй. Им кич подавай, и горе-блогеры их китчу учат в интернете. Ну, вы знаете, в каждой песочнице собираются свои дети, да? И значит, это кому-то нужно. Нельзя это запрещать. Просто те люди, которые сейчас наберутся у них опыта, начнут писать, как они, делать такой же кич, им это нужно сейчас. Они же притянулись, они же не зря туда пошли. Так что не надо осуждать ни тех, кто притянулся, ни тех, кто притягивает. Это свободная воля тех, кто выбирает. Нельзя же ограничить свободу. Как ты это сделаешь? А откуда они берутся? От плохого вкуса. И притягиваются к ним тоже от плохого вкуса. Но через даже это притяжение, возможно, у кого-то будет воспитываться вкус, и они отлипнут, отстанут от них через какое-то время. Я убежден, что все случается точно, и все происходит вовремя. Каждый человек, нашим начальством, благодаря нашему начальству, оказывается в нужном месте в нужное время. Кроме всепроникающего сознания ничего не существует. Я в этом убежден. Поэтому, так есть. Давайте это примем как данность. User CQ. Слава, как вы считаете, можно в 55 лет начать рисовать, писать и называться художником, не учась в художественных учреждениях? Я специально написал просто в Яндексе художники, которые поздно начали рисовать. И что выходит? Поль Гоген начал рисовать в 35 лет. Стал известным довольно-таки быстро. Анри Руссо в 41 год. Так, очень высоко ценился в художественном сообществе Франции. И он создал неповторимый стиль примитивизм, наивное искусство, несмотря на царящую консервативность в Париже. Анна-Мария Мозес. С детства страсть к рисованию, мечтала о художественной академии, но ее семья была радикально настроена. Так, вышла замуж после смерти, взяла все-таки в руки кисть и в возрасте 78 лет прославилась на весь мир. Так что начинайте, сколько бы вам ни было лет, пишите в свое удовольствие, изучайте эту науку в помощь моей уроки в моей онлайн-школе. Заходите. Михаил Сартоев. Не знаю, что и сказать. С одной стороны, нравится, но глядя на некоторые из представленных работ, вспоминаются слова Сальвадора Дали о ленивых шедеврах. Да, у него есть такая цитата: «У лени шедевров нет». Это очень трудно писать картины. Это либо легко, либо невозможно. И мне очень еще нравится, вы пренебрегаете анатомией, рисунком, перспективой, всей математикой, живописью и колористикой. Так позвольте вам напомнить, что это скорее признак лени, а не гениальности. Если все основы живописи, рисунка изучены, то все идет на автомате. И картину писать легко. Если вам, Михаил, показалось, что мои работы написаны левой и задней, то посмотрите просто их на сайте, во-первых, их довольно-таки много. И есть эксперименты, которые делаются быстро, легко, они на состояние, это поиск колористических решений композиционных. Есть работы многотрудные, многолетние даже. Если что-то не нравится, можно пройти всегда по коридору и зайти в какой-то другой кабинет. Там найдете то, что нравится. Тем более в интернете, кстати, сейчас огромное количество. Наверняка что-нибудь подберете. Марина. Рассказ о творчестве Бато. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а где в Москве можно посмотреть его работы? Понятия не имею. Но вы посмотрите, ВКонтакте найдите его, Бато Дугаржапов, и там какие-то посты, наверное, он делает. И о каких-то событиях предстоящих вы узнаете.
Не забывайте, друзья, отметиться в журнале. И предлагаю вам еще одно кино. Называется «Картина без подписи». Ну, пока.